Здравствуйте, дорогие мои друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю прогноз на следующую неделю с 10 по 16 апреля. На Ленорман, добавочку на Таро возьму. Давайте посмотрим. Итак, что ждет вас 10 апреля? Какие энергии? На что обратить внимание? 11 апреля. 12 апреля, 13 апреля, 14, 15 и 16. Так, и на Таро возьму подсказочки. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. Так, на 16 две карты захотелось. Ладно, пускай. Итак, 10 апреля посмотрим, что здесь. Вы сами здесь вышли, да, это может быть просто встреча с какой-то другой женщиной, подругой там или еще что-то. Вы сами вышли и почему-то отвернулись от радости какой-то, от удачи, да, то есть вы чего-то, просто такое состояние, когда особо ничего не вроде бы и неплохо, и вроде бы, сами отвернулись. Посмотрим, какая карта значимая. Карта, которая показывает на то, что вам может быть нужно сделать какой-то выбор, да, то есть вам принять решение какое-то нужно. Может быть, с кем-то, кому-то обратиться за советом, да, попросить помощи у кого-то, который больше знает, которая больше разбирается в той или другой проблеме. Таким образом. Возможно, он вам поможет решить какую-то задачу, подберет ключик, да, к правильному решению. Здесь такой момент может быть. Так, следующее 11 число. Карты говорят о разговоре с родственниками, может быть, разговоре о здоровье. Здесь, в принципе, положительная энергия у карт. Ничего такого плохого я не вижу, да. И здесь карта говорит о том, что ничего такого прям плохого. Может быть, если касается здоровья, то выздоровление будет, потихонечку все, да, может быть, вы как раз будете разговаривать на эту тему, если что-то не получается в плане построения какого-то бизнеса с родственниками или развиваться в вашем направлении, например, реализовывать свои таланты тоже, если они у вас есть, и вы собираетесь к этому идти, да, если вас брать за сигнификатор, и вы сюда смотрите, то здесь все медленно, медленно, маленькими шажочками, но, в принципе, возможно. Следующее – это потери, конечно, здесь переживания могут быть связанные с близкими людьми, потери, нервное состояние или нервные встречи, касающийся здоровья тоже может быть, или просто с родственниками, да, встреча, и она такая немножко нервозная. И карта такие, в принципе, неплохая. Она говорит о том, что вам нужно смотреть в дальние горизонты, то есть вам нужно решать вопросы таким образом, что смотреть на перспективу, да, вот так вот. То есть вам нужно смотреть на перспективу. Может быть, вы думаете о поездке какой-то, и у вас проблемы здесь с этим, да, то есть с родственниками не можете где-то что-то решить. Вам нужно смотреть вдаль, в будущее, и карта хорошая, она показывает, что в будущем будет все решаться, то, что вас сейчас беспокоит. Это не сильно такие прям карты. Следующее число. Здесь опять могут быть хлопоты финансовые, да, с финансами связаны, или же с казенными делами какими-то, либо с информацией, либо с деньгами. А здесь хлопоты есть. Хлопоты. И
карта показывает, что все как бы без изменений, вот так как есть, так вы пока и держитесь. Особо, возможно, нет у вас новых направлений, но вы пока держитесь за то, что есть. И если у вас какие-то проблемы, вы их, ну, как бы решаете вроде потихоньку, но они пока от вас никуда не деваются. Следующее. Это разговоры в обществе могут быть. Может быть, некоторые с кем-то познакомятся в обществе и будут вот такие хорошие весенние разговоры. Ну, карта такая, что где-то, может быть, нужно будет принять решение, поговорить с кем-то, решить какой-то вопрос, вот который здесь, да. Перемены. Перемены здесь идут, может быть, быстрые, и они идут прямо очень быстро, вот связанные с этой ситуацией, которая где-то у вас не решалась. А вот здесь, видите, всадник, он мчится, рыцарь перемен, он мчится прямо вот в эту сторону. То есть здесь какие-то перемены идут, и об этом будут разговоры. Так, может быть, вы хотите быстро что-то сделать, чтобы разрешить вот какой-то вопрос здесь. Давайте дальше посмотрим. Следующее число. Ну, вот они и тоже показывают на перемены. Карта корабля. Карта корабля и косы говорит о том, что вот быстрые перемены могут быть какие-то. Быстрые перемены. Здесь, конечно, может быть какая-то несправедливость, или вот для того, чтобы кто-то вам подножку поставил. Вы решаете какие-то вопросы, все вроде бы неплохо, но бац, какое-то ограничение, какая-то подножка, да, вот такого плана. Ну, давайте посмотрим еще. Ну, здесь вот вас что-то выведет из себя, да, то есть вы где-то будете неспокойны. А здесь карты говорят о, ну, я сказала бы, что вот выбор, да, направления. Смотрите, здесь нужно, может быть, сходить куда-то, решить вопрос какой-то. Здесь карты показывают также на то, что верьте, что ваша дорога выведет вас к свету. Карта веры, да, вот здесь вот, в принципе, верить нужно. Нужно выбрать светлый путь. Вот здесь вот, понимаете, то, что вам говорит ваше внутреннее состояние, вот из той ситуации, где вот в эти дни что-то решалось, и вас что-то тревожило, может быть, и вам нужно будет принять решение, исходя из того, что вам внутреннее ваше подсознание подсказывает, да. Но решать эти вопросы, конечно, нужно такими вот способами, как бы светлыми, да, светлыми. Ну, и вот две карты Таро на этот день. Вот здесь вот, конечно, вот эта вот карта тяжести, она есть. Но почему-то карты показывают, что это правильный путь. Верить или вот тяжести, они уйдут, будут какие-то перемены. Вот что-то вас как будто освобождает, идут какие-то перемены, вот это вот крест этот уйдет из вашей жизни. Вот верьте в это, вот я так это прочитаю. Да, здесь как бы видите какой момент, что вот так эта карта читается, то, что страхи какие-то, да, то есть вас что-то тревожит. А здесь вы уже видите вот этот светлый путь, вы уже видите, смотрите совершенно по-другому, вы уже начинаете различать, ну, как бы не темные, а светлые краски. То есть у вас появляется какой-то просвет вашей непростой, возможной ситуации, где вам никто не помогал, может быть. Да, вы, может быть, тащили свой крест, вам никто не помогал, и вот как могли, так тащили, а тут бац, и резко что-то меняется. Очень интересно, но, видимо, сами изменения произойдут несколько позже, а здесь пока именно о том, что идут какие-то перемены, связанные с ограничениями. Да, смотрите, да, здесь как будто вот
борьба идет, да, вот вы, возможно, очень долго боролись и прям просто без сил были из-за каких-то ограничений, да, по дьяволу прям. И смотрите, выглядывает солнце после вот этой ситуации, когда вы уже просто разбиты, уже не знаете, как набраться сил, да, уже от борьбы устали, и тут выглядывает солнце. Солнце, которое вот какие-то проблемы, возможно, вот эти вот казенных дел, да, какие-то вот такие, где были у вас вот эти проблемы, оно уберет. Оно уберет, солнце вышло в прямом положении. У вас появится просвет, и вот это состояние, где у вас долгое время, возможно, ничего не двигалось в каких-то делах, казенных, там, кредитных, еще каких-то, вдруг что-то проявится, что-то изменится. Ну, вот такой расклад получился. Ну, посмотрим, да, посмотрим, как будет. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.